told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Как я уже упоминал несколько дней назад, тот факт, что у нас нет новостей о Тэхёне, это своего рода натяжка, но когда мы анализируем, как Чингук относится к Тэхёну, сложно не заметить разницу. Это не просто привязанность или близость между друзьями, это тихая преданность, проявляющаяся в маленьких жестах, в том, как он всегда заботится о том, чтобы Тэхён чувствовал себя комфортно, счастливо и защищенно. Чингук уделяет Тэхёну неординарное внимание, которое дает понять, что для Чингука Тэхён не просто кто-то. То, что многие называют отношением принцессы, не подразумевает каких-то чрезмерных поступков или экстравагантных жестов. Речь идет о том, как Чингук заботится о нем, как смотрит на него, как дает ему возможность сиять, и в то же время всегда подставляет плечо, когда ему нужно поплакаться. Такое внимание невозможно подделать, и оно дано не каждому. Такое отношение дано только по-настоящему особенному человеку. Это не любовь, о которой кричат, а любовь, которая проявляется в действиях. И Чингук раз за разом доказывал, что Тэхён занимает особое место в его сердце. Нет руководства о том, как относиться к своей настоящей любви, но если бы оно было, это, вероятно, было бы похоже на то, что Чингук сделал для Тэхёна. Когда Чингук увидел, как Тэхён борется с необходимостью есть что-то очень острое в рамках испытания, он, не раздумывая, помог ему. Тэхён продолжал жаловаться, говоря, что не может выдержать острова, даже опираясь на плечо Чингука, чтобы утешить. Видя, как ему больно, Чингук бездумно взял ложку Тэхёна и съел острую еду сам. Этот жест был больше, чем просто помощью. Это был способ Чингука молча, но ясно выразить свою обеспокоенность. Его не волновали ни испытания, ни острота, важно было то, что Тэхёну стало лучше. Такие спонтанные и искренние поступки показывают, насколько Чингук дорог Тэхёну. И если вы посмотрите на облегченную и счастливую улыбку Тэхёна в тот момент, вы поймете, что без слов Чингук проявлял свою любовь через свои действия, решая проблемы Тэхёна, заставляя его чувствовать себя в безопасности так, как может чувствовать себя только по-настоящему особенный человек. Потому что это было не разовое событие. В бесчисленных разных моментах мы видели одно и то же снова и снова, всякий раз, когда Тэхёну было трудно справляться с острой едой, что для любого другого было бы обычным явлением, Чингук всегда был рядом, бдительный и готовый помочь. Как будто Тэхёну не нужно было говорить ни слова, Чингук точно знал, что он чувствует. Берет ли он его еду, обменивается ли тарелками, предлагает что-нибудь полегче или просто составляет ему компанию, чтобы он не чувствовал себя одиноким, Чингук всегда уделяет ему внимание. Это мягкий и последовательный жест, своего рода безмолвный язык между ними. За каждым Тэхёном, которого переполняет острота, всегда стоит милый и заботливый Чингук, раз за разом доказывающий, что его внимание не случайность, а часть особого обращения, которое может получить только Тэхён. Потому что, когда Тэхён подошел к Чингуку на концерте, не говоря ни слова, просто протянул руку, чтобы его взяли на руки, как невесту, Чингук не колебался ни секунды. Перед тысячами фанатов, без объяснений, он сразу понял, чего хочет Тэхён, и сделал это естественно. Чингуку не нужны были слова, чтобы понять Тэхёна, не говоря уже о том, чтобы сказать «да». Он взял картошку, как его просили, без колебаний, как будто он этого ждал. Это показывало, как ему было тяжело отказать Тэхёну. Момент, когда Чингук встал со своего места, увидев, как Тэхён надулся и попросил Чимина картошку фри, был одним из самых ярких проявлений исключительного отношения Чингука к Тэхёну. Тэхён почти ничего не говорил. Он ничего не требовал. Он лишь сделал избалованное лицо, слегка плаксиво попросил картошку фри, очень типичное для его мягкого способа общения с теми, кто ему был дорог. А Чингук, не задумываясь, встал, подошел к картошке и вернулся, не с одной порцией, а с целым пакетом. Он не просто дал ему то, что он просил, он гарантировал, что Тэхён получит больше, чем тот ожидал. Но Чингук сделал это так естественно, словно это было самым естественным делом. Он не раздумывал, не скрывал, просто сделал, словно это было их второй натурой.
Этот жест, который многим мог показаться странным или слишком интимным, на самом деле показывал, насколько особенным было отношение Чингука к Тэхёну. Он сделал это так естественно, словно это случалось уже бесчисленное количество раз. И, что самое замечательное, Тэхён даже не заметил, что Чингук его фотографирует. Но Чингук все равно сделал это, словно каждая его часть была достойна того, чтобы ее запечатлели. Вот что делает это таким особенным, когда кто-то ценит в другом человеке самые простые вещи, не дожидаясь просьб, не ожидая ничего взамен. Чингук не просто фотографировал. Он показывал, как сильно он ценит каждую черту Тэхёна, даже в самых простых, повседневных вещах, и это говорит громче любых слов. Всякий раз, когда Чингук напоминал Тэхёну, какой он красивый или красивый, это никогда не звучало как простой комплимент. Его настойчивость в этом, особенно когда Тэхён, казалось, не был уверен в своей внешности, показывала, как важно было Чингуку радовать его. Это была не просто привычка, это был способ Чингука дать Тэхёну понять, как он важен. Он часто указывал на мелочи, которые Тэхён считал несовершенными, чтобы показать Чингуку, что именно эти мелочи делают его уникальным. День, когда Чингук дождался выхода Тэхёна из самолета и тут же отнес его на спине в машину, хотя сам дрожал от холода, был самым наглядным примером его особого отношения. Возможно, это было излишне, но Чингук все равно сделал это, показав, что комфорт Тэхёна важнее его собственного. Несмотря на усталость и холод, Чингук не колеблясь помогал, словно его приоритетом было просто сделать так, чтобы Тэхёну не пришлось мучиться. Не каждый поставил бы комфорт других выше своего собственного, и Чингук это сделал, доказав, как много Тэхён для него значит. И было прекрасно видеть, как Чингук всегда делал для него все, даже, казалось бы, невозможное. Когда Чингук увидел, как Тэхён грустит в ран BTS из-за того, что тот постоянно проигрывает и теряет боевой дух, он сразу это понял. Не задумываясь, Чингук предложил изменить правила игры, чтобы у Тэхёна появился шанс победить. Это тут же вернуло улыбку на лицо Тэхёна и в очередной раз показало его особую заботу. Дело было не только в том, что Чингук называл Тэхёна милым, говорил, что он лучший, или утешал его, когда тот был расстроен. Это было в каждом поступке Чингука, когда Тэхён говорил, что скучает по нему. Получив сообщение от Тэхёна о том, что хочет его увидеть, Чингук улетел на несколько часов, чтобы быть рядом. Это не было обязательством, не было публичной целью, а просто потому, что он хотел ответить взаимностью. Такие поступки говорили громче тысячи слов. Его готовность пересечь полмира всего на несколько часов ради Тэхёна свидетельствовала о его искренней и глубокой привязанности. Можно было говорить о них многое, можно было пытаться отрицать или преуменьшать то, что было между ними, но факт оставался фактом. И когда кто-то ведет себя так естественно для другого человека, как Чингук для Тэхёна, это невозможно подделать. Он делает это не из чувства долга или для видимости. Он делает это, потому что действительно этого хочет. Потому что для Чингука Тэхён слишком дорог, чтобы его игнорировать.